Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Caravan Salon Düsseldorf 2022. Здесь представлены различные модели 2023 года, линейки, и вот Adria представила абсолютно сенсационную модель. Это VN Adria Twin, но на шасси MAN. Кроме того, что это сенсация с точки зрения самого шасси, в двух словах скажу, мотор здесь у нас 2-литровый и может быть 140 лошадей или 180. У нас здесь сейчас стоит версия 180 лошадиных сил. Кроме вот этих фактов, стоит отметить, что в целом эта машина на данный момент не серийная. Мы не знаем, сколько она стоит, и особо никто пока не знает, насколько мы поняли из ответов менеджеров. Возможно, уже в скором времени мы все это узнаем, но вот сейчас это так, по крайней мере, пока мы снимаем это на выставке. Это концепт с точки зрения как вообще самой задумки использовать MAN, так и с точки зрения мебели и дизайна. Внутри, как нам сказали, новое все. Я так краем глаза заглянул, в целом знакомые черты, которые мы встречали в Adria, есть, но действительно дизайн новый. То есть в Твине такого дизайна еще не было, есть куча каких-то маленьких нюансов, ну и там есть еще одна важная фишка, вот вам надо обязательно досмотреть ролик практически до конца, мы до нее дойдем, в задней части дома. Но про сам MAN я предлагаю поговорить внутри, пока у нас есть такая уникальная возможность. На самом деле информации здесь не так много до конца по машине, менеджеры просто разрываются между количеством людей, в эту машину вообще никого не пускают, в другие огромные очереди. Нас, к счастью, пустили, потому что все-таки мы пресса, и нас поэтому пустили вот за эту закрытую ленточку. Люди вот с улицы стоят, смотрят, как мы здесь что-то снимаем, и вынуждены смотреть это снаружи. А мы все-таки вам. То есть даже если бы вы приехали сюда зрителям, не смогли бы увидеть то, что сможем показать мы вам на канале. Что, естественно, мы первое видим. То, что здесь основное поменялось, это шасси. Здесь у нас вот MAN. Вообще, что такое MAN? Компания, в принципе, на рынке автодомов участвует уже достаточно давно, но, как правило, на вот шасси грузовиков, каких-то больших грузовых машин, а вот среди таких легковых домов, которые находятся там в Б-категории, MAN ранее не встречался. Компания MAN является дочерней компанией Volkswagen, в которую входят в том числе там Lamborghini, Bugatti, там Skoda. Ну, в общем, различные машины, с которыми мы часто встречаемся, и, в принципе, здесь это видно. Только я повернулся в сторону приборной панели, я увидел мультимедиа. Мультимедиа очень классная, замечательно интегрирована в саму приборную панель, все прямо в стык, выглядит очень изящно, но сразу заметил знакомые ручечки. Это ровно те ручечки, которые мы видим там в Volkswagen Tiguan, которые мы видим там, не знаю, в Polo, грубо говоря, и те же самые настройки внутри самой системы. Ну, это очень качественно в целом, вот эта начинка полноценная. Тут у нас есть и CarPlay, мы можем подключить iPhone, Android, неважно что. Есть встроенная навигация, пожалуйста. Естественно, там Bluetooth, все, что нам необходимо. В этой мультимедиа основные функции есть. Ниже у нас климат-контроль, помощник при парковке, ассистент. Причем, я так понимаю, судя по тому, что здесь есть парковка какая-то с рулем, есть какая-то возможность подруливать при парковке или что-то в этом роде. Когда мы поворачиваемся в сторону руля, руль тоже узнаваемый. Это примерно тот же самый фольксвагеновский руль, у которого только вот эту среднюю часть заменили, и все. Но судя по кнопкам, здесь у нас достаточно опций. Здесь есть адаптивный круиз-контроль, здесь есть спидлимит, музыка управляется также, конечно же, с руля, и голосовой там вызов даже Siri у нас есть на руле. Ручечки, вот эти подрулевые переключатели, точно такие же, как и на Volkswagen. Спидометр достаточно грубый, выглядит так вот брутально.
как и все остальное вот в этой приборной панели. Почему? Потому что в целом MAN делает такой коммерческий транспорт, грузовики, вот у них такой вот топорный дизайн, и, наверное, если бы конкретно вот этот Twin был чем-то таким внедорожным, это выглядело бы более уместно. Когда мы разворачиваемся к жилому пространству, мы позже чуть в него попадем. У меня немножко есть диссонанс между вот этим изяществом, элегантностью всего интерьера и грубой приборной панелью. Хотя на самом деле я вот так приглядывался, это чем-то напоминает то, что у нас там в Prado, Toyota, там каком-нибудь, в Гейлике, ну вот в каких-то таких больших внедорожных джипах. Сам форм-фактор, на мой взгляд, на мой вкус, субъективный, приятный. Тут у нас дальше коробка, естественно, автоматическая. Потихонечку перебираемся в сторону жилого пространства, но перед этим хочу... кстати, подстаканники еще такие сбоку, прям удобно под рукой сделаны. Вот это прям классно. На самом деле, панель функционально классная. Перебираемся, потому что у нас здесь есть шторки. Здесь тоже какое-то совершенно необычное решение. Здесь вот я такой в первый раз вижу, нужно сначала поднять направляющую для шторки, а потом уже поднять саму шторку. Но надо обе направляющие поднять. В остальном шторка достаточно стандартная, но вот это решение такое забавное. Над водительским местом у нас также есть большой панорамный люк с москитной сеткой и, конечно же, с блэкаут шторкой. В целом, внутри это все тот же самый родной и знакомый нам Twin в жилом пространстве, но кроме каких-то дизайн-решений, то есть мы видим здесь вот эту темную отделку, новая отделка самих сидений, кожа комбинированная с тканью, новые светильники на треках появились, потому что треки в целом это такая моя любимая штучка. Сейчас мы попробуем его снять. Естественно, он может сниматься, может переставляться на любое место, где есть трек, может быть USB-розетка поставлена там, где вам нужно. Но, во-первых, трек утопили внутрь фасада, что раньше такого не было, он всегда выступал, и достаточно громоздко. Плюс сам форм-фактор светильничка изменился немного. То есть вот такие вот минимальные изменения с точки зрения дизайна представлены, естественно, в линейке 2023 года. Аккуратненький фасад, везде ящички, система push-open. Над кухней то же самое, такие же шкафчики. Только единственное, здесь что-то неудачно лежит, комплектующий, поэтому шкафчик не закрывается. Кухня, естественно, газовая. Плита у нас здесь на 2 огня с электроподжигом и мойка. Единый такой модуль, но по сути рабочей поверхности у нас как таковой особо не остается. И это всегда важный момент в венах, но здесь есть вот такое решение. У нас часто бывают откидные такие столешницы, и это не всегда эстетично выглядит. Но Twin все-таки такой дорогой премиум, поэтому здесь все сделано аккуратно, но среди венов. Вот таким образом выдвигается эта часть. В ящике лежит дополнительная дощечка. Она вставляется сюда. И рабочая поверхность у нас увеличивается, немножко перегораживая проход. Когда нам нужно, соответственно, чтобы оно нам не мешало, и вам не нужна рабочая поверхность, мы это убираем, и оно нам больше никаким образом не создает помех. Также здесь в торце сделан еще вот такой вот шкафчик. Фасад, дизайн можете оценить сами по всем моментам. Ну, тут стандартно 3 ящика. 1, 2, 3. Я так предполагаю, что с нагрузкой по 15 килограмм. Но ничего здесь не сказано. Ручки, новые замки-фиксаторы на всех ящичках. Черные, аккуратные в самом фасаде. Кстати говоря, как будто бы сам механизм прям вот такой. Классно, щелкает. Есть ощущение, что что-то в этом там тоже поменяли. Дальше у нас холодильник. Холодильник небольшой, 90 литров, я так предполагаю, судя по объему, да, скорее всего, компрессорный Тедфорд. Компрессорный, что такое компрессорный холодильник, я уже рассказывал много раз. Смотрите предыдущие ролики и обязательно узнаете об этом. Работает он от электричества. С правой стороны у нас есть еще какое-то место для хранения вещей, металлическая полка и мусорное ведро на дверке. Часто такое ведро ставят на дверь входную. Но поскольку в вене дверь входная отъезжает в сторону, это невозможно. Здесь вот это ведро типичное для Адрия, только в черном цвете, запихнули, засунули внутрь шкафчика. Классно, что оно здесь есть. На самом деле достаточно сподручно, когда находишься на кухне. Санузел. Санузел тоже сделан весь в сочетаниях белого, черного и вот этого под дерево ламинирования. Туалет у нас Тедфорд. Наверху есть ящик, тоже открывается по системе push-open. На магнитке фиксируется, например, вот такое место для того, чтобы сушить полотенце. Дверь гармошка, но чаще они у нас всегда были серебристые. Здесь она тоже сделана черной. Раковина поворачивается с чашей такой на столешнице. Тоже снаружи черная, внутри белая. И на магнитке фиксируется душевая кабина трансформер. Соответственно, вот таким образом мы поворачиваем.
У нас это зафиксировалось опять-таки на магните в открытом положении. И теперь это душевая кабина. Все аккуратно, просто, лаконично, минималистичный дизайн такой в стиле дизайнеров IKEA. Ну, а в задней части традиционно для венов у нас расположилась спальня. Но спальню и багажное отделение 2 в 1 мы посмотрим с вами снаружи. А снаружи мы это посмотрим ровно потому, что здесь очень интересная система того, как организовано вот это багажное пространство и опускаемая крыша. Во-первых, здесь вот этот продолжается изящный, аккуратный интерьер. Часто в багажнике все выглядит гораздо грубее. А здесь у нас прямо вот эта элегантность, все это и все пронизано. Вот эти аккуратные обтекаемые фасады. Внутри ящички для хранения вещей есть и небольшой газовый отсек. Напоминаю, компрессорный у нас холодильник, поэтому баллон здесь просто малепусенький. Трума у нас здесь дизельная. Соответственно, у нас здесь, в принципе, газ нужен только чуть-чуть для плиты. Внутрь этих фасадов интегрированы вот эти вот ползунки направляющие, которые, опять-таки, чаще всего серебристые, но здесь они сделаны черными. И здесь стоят крючочки для того, чтобы закрепить грузы. Точно так же новые треки и освещение по краям сделано вот так вот аккуратненько вдоль. Справа здесь бак с чистой водой, но напоминаю, в целом это у нас такой концепт, поэтому проговорить про объем бака, я думаю, пока рановато, но сейчас, судя по всему, он 90 литров здесь установлен бак с водой, но возможно будет больше, возможно будет меньше, как бы все это пока что об этом говорить, грубо говоря, рано. Сзади, с левой стороны у нас есть возможность подключить уличный душ, то есть здесь вот у нас горячая холодная вода, соответственно, напрямую из бака она у нас поступает, можно вот его подстыковать. А с противоположной стороны у нас розетка 220 вольт, отключение, включение заднего светильника, который просто вам освещает пространство назад. И самое главное, почему я так вот долго подвожу к этому, здесь абсолютно инновационная, я такого еще не видел в Адрии, опускаемая электрическая кровать очень интересным способом. Внимание, нажимаю кнопку. Она не очень быстрая, но она абсолютно прогрессивная, раскладываются и заполняют собой все пространство. А когда кровать поднимается вверх, они скрываются внутрь матраса и, соответственно, дают возможность кровати подняться и сделать потолок вровень со шкафчиками. Это очень интересное решение, абсолютно какое-то необычное. Кровать сама держится на тросах с этой стороны, с другой стороны на металлических направляющих, как мы это и можем видеть. Все, кровать опустилась в свое нижнее положение, оперлась на фасады, и дальше нам остается только раскинуть матрас в стороны. Пожалуйста. Когда мы захотим снова сделать это багажным отделением, во-первых, стоит оценить, по-моему, размер кровати. Смотрите. Понятное дело, что длина туда у нас 2 метра, ширина 1,60 м. 1,60 м на 2 огромная двуспальная кровать, которая просто сама одним нажатием поднимается под потолок и образует нам такое стильное багажное отделение. Вот это прямо круто. В целом Twin, конечно же, эти решения того, чтобы это был премиум, но в формате вена, это дорогого стоит. За это прямо стоит Адри сказать, наверное, спасибо. Снаружи надо отметить, что с точки зрения дизайна MAN, конечно, отличается такой какой-то все-таки тоже брутальностью. И нравится или нет, это уже вопрос такой вкусовой. Что у нас здесь по левому борту? Здесь у нас подключение магистральной воды. То есть можно подключить, если есть такая возможность, шланг, и у вас будет напор уже идти прямо напрямую из водопровода. И заливная горловина для чистой воды. Далее кассета биотуалета. Стандартная 20-литровая кассета. Выпускное отверстие печи Трума. На данный момент это Трума дизель здесь. Подключение электричества и заливная горловина, собственно говоря, дизеля. Входная дверь в кабину выглядит вот таким образом. В данном случае покажу даже входную дверь, потому что все-таки MAN что-то новое для нас, для всех. Большая такая квадратная дверь. Что порадовало, это то, с каким звуком она открывается, закрывается, ручка. На самом деле это прям вот такое отдельное. В общем, возможно, те, кто делают Lamborghini чуть-чуть в Volkswagen Group, поработали над этой дверью. Ощущения прям приятные. По правому же борту у нас, по сути, только маркиза Thule Omnistor, входная огромная вот эта дверь. И еще из приятного бонуса здесь есть подключение для, вывод
для газа, то есть я немножко вас обманул, когда сказал, что газ только для плиты. Нет, газ еще для внешнего гриля. Под маркизой вы расположились, подключили газовый гриль, если есть такая необходимость. Ну или есть различные уличные кухонные модули, которые работают от газа. Вот есть специальный вывод. Классно. Van Twin от Adria мы сегодня с вами посмотрели на шасси MAN. Что-то абсолютно необычное, интересное. Пишите в комментарии ваше мнение. Как сказали сами представители Adria, что все, что мы с вами сегодня увидели, вот эта мебель, вот эта кровать, вообще сама концепция использования такого шасси, это все один большой эксперимент. И здесь, сюда на выставку, они привезли его, собственно говоря, даже закрыли ленточками, потому что он чуть ли не единичный. Для того, чтобы посмотреть реакцию прессы, в том числе посмотреть, наверное, вашу реакцию в комментариях и вообще всех, кто здесь окажется, и понять, это стоит запускать в серию, или стоит все это оттуда убрать, выкинуть и переделать. Примерно так нам и сказали. Поэтому это ролик, который максимально требует, на самом деле, ваших комментариев и обсуждения на тему того, вот этих дизайн-решений, технических и того, что вы знаете о подобных венах самого производителя MAN. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и также советую поставить колокольчик, потому что мы продолжаем работать на выставке в Дюссельдорфе, и, соответственно, если вы поставите колокольчик, то новый ролик про какую-то интересную машину, интересный автодом вы точно не пропустите, а, возможно, мы этот ролик сняли специально для вас, потому что ранее, в предыдущих роликах, где-то вы написали в комментариях, что очень хотите вот обзор на такой автодом, а мы его сняли для вас, поэтому вот колокольчик — это важно, да и подписка, собственно говоря, тоже. Рады всегда вашим комментариям. Меня зовут Антон, до новых встреч. Пока.